При раке простаты 20-30% пациентов сталкиваются с возвратом болезни в течение первых 5 лет после терапии. Для немелкоклеточного рака легкого рецидив случается у 30-50% больных в тот же период. При колоректальном раке после успешной операции риск возвращения опухоли достигает 33% на третьей стадии и около 12% на второй стадии. В случае рака молочной железы общая частота рецидивов в первые 5 лет составляет примерно 30%. Это не просто статистика, это реальные судьбы миллионов людей по всему миру. Как выглядит рецидив? Почему он возникает? И главное, как снизить риски его появления. Меня зовут Мочалова Анастасия, я доктор медицинских наук, врач-онколог с 20-летним стажем. В этом ролике я расскажу, почему так важно не терять бдительность после ремиссии и что нужно делать. Цель этого ролика – повысить вашу осведомленность, показать действенные пути профилактики и познакомить с доступными вариантами лечения при первых признаках возврата болезни. Если вы недавно прошли курс терапии или поддерживаете близкого человека, этот ролик вам поможет лучше понять природу ремиссии. Вначале я говорила, что рецидивы чаще происходят в первые 5 лет. В онкологии часто можно услышать понятие пятилетняя выживаемость. Это понятие появилось в онкологии как удобный, проверенный статистический ориентир, по которому оценивают эффективность лечения и прогноз заболевания. Многочисленные исследования показали, что если в течение 5 лет после лечения рецидив не произошел, шанс возвращения опухоли резко снижается. Поэтому отметка в 5 лет считается своеобразным рубежом. Но первые 2 года после окончания терапии особенно критичны. Именно в этот период около 70% всех рецидивов дают о себе знать. Конечно, вероятность рецидива зависит от нескольких факторов, и чуть дальше я расскажу о них. Понимание временных рамок и вероятности рецидива – важный шаг к тому, чтобы не упустить момент и вовремя принять меры профилактики и контроля. Индивидуальные факторы. Сюда входит возраст. У пожилых пациентов регенерация и иммунная защита работают слабее, и заболевания в то же время протекают более медленно. Также это общее состояние здоровья. Болезни сердца, диабет или хронические инфекции, они ослабляют организм. Это не значит, что если у человека диабет, то точно случится рецидив. Но как фактор риска мы такие вещи рассматриваем. Друзья, небольшой анонс, прежде чем продолжить. Очень многие говорят, что лечение онкологии – это очень дорого, тяжело, недоступно и нет качественной медицинской помощи. На самом деле я хочу развеять этот миф. Вы можете пройти лечение в нашей клинике абсолютно бесплатно по полюсу ОМС, если вы находитесь в любом регионе Российской Федерации, если вы живете в Московской области, и вы можете обратиться на консультацию, мы всегда вам объясним, какой объем помощи и где вы можете получить. Ссылка в описании под роликом, и там же вы найдете номер телефона для записи на консультацию. Конечно же, генетическая предрасположенность также является фактором. Некоторые мутации повышают склонность к возвращению опухоли. Кстати, про генетику и рак у меня есть ролик, посмотрите, получилось интересно и полезно. Третье. Поведенческие факторы, образ жизни. Думаю, и так понятно, но отметить стоит, будет не лишним. Когда я говорю про образ жизни, я не имею в виду, что красное мясо, кофе, молоко или жареное могут вызвать рак. Кстати, это мифы, и в этом ролике я их развенчиваю. А имею я в виду то, что в совокупности все наши действия, которые влияют на наш организм, разрушают, ослабевают его, все это может являться фактором риска возникновения как онкологии первичной, так и рецидива. Например, курение и злоупотребление алкоголем создают воспалительную среду. Ожирение и малоподвижный образ жизни снижают иммунитет и нарушают гормональный фон. Поведенческие факторы – это практически единственное, что полностью зависит от человека и может быть контролируемо. И здесь логично перейти к профилактике. Как избежать рецидива? Стоит сразу сказать, что пациент, к сожалению, не может на 100% себя обезопасить от рецидива. Из того, что вы можете сделать, это первое – диспансерное наблюдение. Сразу же после окончания лечения приходите к онкологу каждые 3-4 месяца или так часто, как вам прописал врач. Необходимо проходить обследование, КТ, МРТ, сдавать онкомаркеры, которые помогут заметить любые изменения на самых ранних стадиях. Через 2 года визиты сокращаются до 2 раз в год, а потом раз в год. Второе. Сбалансированное питание и контроль веса. Как я уже говорила, лишний вес является фактором риска. Третье. Внедрите регулярную физическую активность. Движение укрепляет иммунитет. Четвертое. Откажитесь от вредных привычек, особенно курения. Курение
Курение – очень вредный фактор. Пятое. Строгое выполнение врачебных рекомендаций. Если вам назначены дополнительные курсы терапии или лекарств, не прерывайте их и сообщайте врачу о любых побочных эффектах. Это немного, но это то, что в ваших силах, и игнорировать это нельзя. Симптомы рецидива. Рецидив может заявить о себе разными способами. Во-первых, вы можете заметить возвращение прежних симптомов заболевания. Например, появится уплотнение в том же месте, где была опухоль. Могут снова начаться кровотечения или появиться боль в привычных зонах. Если это происходит, не откладывайте визит к врачу. Во-вторых, следите за новыми или необычными признаками. Это может быть необъяснимая лихорадка, внезапная потеря веса, апатия, слабость, хронический кашель или затрудненное глотание. Даже если вы до этого не сталкивались с этими симптомами, они могут оказаться сигналом о возвращении заболевания. Самое важное – немедленно обратиться к онкологу, как только вы заметили что-то настораживающее. Ранняя диагностика рецидива позволяет начать лечение до того, как опухоль разрастется или даст отдаленные метастазы. Не ждите на потом. Любая задержка снижает эффективность терапии. Нужно иметь в виду, что рецидив часто развивается намного быстрее, чем первичный рак. Варианты лечения. Лечение рецидива может сильно отличаться от терапии первичной опухоли. Здесь очень важны нюансы, о которых стоит знать. Во-первых, опухоль уже знакома с частью лечения. Возможно, она выработала устойчивость к тем химиопрепаратам или облучению, который применялся изначально. Значит, план терапии придется менять. Выбирать другие классы лекарств, комбинировать таргетные или иммунотерапевтические препараты. Иногда применять более агрессивные схемы. Во-вторых, анатомически все сложнее. Если после первой операции остались рубцы, спайки, повторную хирургическую резекцию проводят с учетом измененной сосудистой сети и рисков повреждения соседних органов. При повторном облучении всегда считается суммарная доза, чтобы не превысить порог радиотоксичности для здоровых тканей. Кстати, здесь хочу добавить, многие пациенты пишут, что химиотерапия убивает организм, что много побочных реакций. Но врач всегда при назначении повторной терапии учитывает то предшествующее лечение, которое было у пациента, ту лучевую терапию или варианты хирургического лечения, которые уже были проведены, и подбирает лечение в настоящий момент с учетом того, что уже прошел пациент. Третий нюанс. Мониторинг побочных эффектов. При рецидиве пациенты уже прошли через курс химиотерапии, и их организм может быть истощеннее, чем при первичной опухоли. Значит, важно тщательно дозировать препараты, более внимания уделять поддержке крови, печени, почек. И еще хочу отметить один момент. Часто врачи-онкологи обращаются к клиническим исследованиям новых лекарственных препаратов и подходов, потому что стандартные протоколы порой бывают исчерпаны. Так, например, генетическое и иммунное профилирование рецидива помогает подобрать наиболее эффективное и персональное лечение. Таким образом, при рецидиве нужны не просто повторные курсы терапии, а тонкая настройка стратегии с учетом уже полученного опыта организма и биологии опухоли. Хочу обратить внимание как пациентов, так и их родственников. Человек, который прошел через онкологию, уже испытал многие последствия как самого заболевания, так и побочные эффекты лечения. Нередко приходится пройти не только через испытания физические, но и психологическое. И рецидив – это то, что пугает абсолютно всех пациентов. Да, это явно самое страшное, что можно услышать после всех тех испытаний во время лечения. Но ни в коем случае нельзя отчаиваться. Найдите своего врача, того, кому можно довериться. Обращайтесь за вторым мнением и проходите лечение, потому что даже с рецидивом можно справиться. Верьте в себя.